Здравствуйте. Прежде всего, по датировке. Штурм, именно штурм города, городских кварталов начался 13 сентября 1942 года. А за день до этого, 12 сентября, в журнале боевых действий 62-й армии появляется запись о том, что в командование вступил генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков. То есть он принял командование 62-й армии. Численность 62-й армии в тот момент была около 40 тысяч человек. С формальной точки зрения это было 12 дивизий и 7 бригад, но они находились в достаточно тяжелом состоянии, то есть достаточно большие потери понесли на подступах к городу, поэтому Чуйков, в общем, был, конечно, не сильно в восторге от того, что ему досталось в качестве тех войск, которыми оборонять город. И теперь о таких заблуждениях относительно Сталинграда и его штурма. Ну, во-первых, очень популярна версия о том, что Сталинград упорно обороняли в связи с тем, что он носил имя Сталина. Это все же заблуждение, поскольку у нас есть пример города Сталино. Он был оставлен без упорных боев, в силу достаточно неблагоприятной общей обстановки летом 1942 года. И таких упорных боев, как за Сталинград, за этот город, невзирая на то, что он тоже носил имя Сталина, не было. Был, опять же, город Сталиногорск в Подмосковье, ныне Новомосковск. Тоже, да, было оказано упорное сопротивление, но даже близко не было по напряженности боев, сравнимых с Сталинградом. И здесь надо понимать вот что относительно целей германского командования в штурме города. Дело в том, что иногда у нас говорят о том, что задачей был выход к Волге как таковой. Так скажем, неверно в общем случае, поскольку к Волге немецкие войска выходили не раз и не два в ходе штурма, в том числе в процессе первого штурма. А в дальнейшем они вообще двигались параллельно Волге, когда штурмовали и заводские поселки, это поселки заводов сталинградских, и сами заводы не двигались вообще параллельно Волге. Поэтому говорить о том, что задачей было вот выйти к Волге, и последние 100 метров они пройти не могли, и из-за этого остановились, это тоже некорректное описание картины боев. Суть дела была следующим. После того, как Сталинград был отрезан ударом к Волге, когда немцы вышли на берег Волги, одновременно они перерезали основные железнодорожные магистрали, которые шли в Сталинград. Соответственно, нормальное сообщение 62-й армии с внешним миром было прервано. Имелось сообщение только по Волге. И в процессе первого штурма, ввиду того, что, опять же, противник прорвался к Волге и занял высокие здания, оно все больше и больше переходило на ночное время. Практически исключительно снабжение шло ночью. И это, опять же, одна из таких популярных ошибок у тех, кто снимал кино про Сталинград, когда шла переправа среди бела дня. Это и «Враг у ворот», это и фильм «Сталинград», который конца 80-х годов, такой, что называется, перестройказм. И понятно, что для простоты съемок переправу устраивали днем. Это было абсурдом. Никто днем не переправлялся. Бывали случаи, когда проскакивали в дневное время, прикрываясь либо дымом пожарищ, либо даже какой-то дымовой завесой. В Сталинграде были возведены через Волгу наплавные переправы,
То есть это были и мостки, и, ну, на самом деле они прожили недолго, и паромные переправы, в том числе довольно большой грузоподъемности, то есть которые были в состоянии выдерживать танки, которые связывали два берега Волги. И в самом начале первого штурма, то есть, собственно, начав его 13 числа, немцы одну из целей видели захват переправ в центре города. А почему германское командование стремилось быстрее захватить Сталинград? Когда все пути в Сталинград были перерезаны, на выручку своим войскам на улице города отправляются резервы ставки, резервные армии, которые в тылу укомплектовывались, получали людей вооружения и прибывают под Сталинград, в том числе переформированные из воздушно-десантных бригад стрелковой дивизии. На самом деле они начали в августе еще прибывать. И идет серия контрударов. Серия контрударов в степи. Там задействуются довольно большие силы, так скажем, около 200 тысяч человек. Для сравнения, в самом Сталинграде, как я уже говорил, у Чуйкова около 40 тысяч человек. И немецкая 6-я армия численностью около 300 тысяч человек. К тому моменту уже прибывают и итальянские части, уже на подходе румыны. И задачей Паулюса было, во-первых, отбиться от контрударов, резервов, и на это он направлял свои лучшие части. Во-вторых, взять город. Соответственно, как только он берет город, он может всеми силами развернуться против прибывших резервов в состав Сталинградского фронта. 30 сентября он стал Донским фронтом, его возглавил Рокоссовский, и нанести им поражение. Уже были сверстаны планы, там, во взаимодействии как раз с итальянцами, должны были разгромить те силы, те резервы, которые прибыли под Сталинград, выручить чуйковцев. Ну, тогда еще не чуйковцев, лопатинцев. Это было еще в начале сентября. Поэтому Паулюс параллельно пытался решать две задачи. И как ни парадоксально прозвучит, но на штурм Сталинграда были отправлены худшие части. Был отправлен 51-й корпус, численность дивизии которого была на достаточно низком уровне. Но, тем не менее, с учетом того, что у Чуйкова, как он прямо и откровенно говорил, в январе 1943 года комиссии Минца, Академии наук, которая собирала воспоминания участников войны, он говорил, что у меня по 200-300 штыков соединений. И действительно, там дивизия, бригада при численности, там даже 2500 человек, или там 2000 человек, от нее действительно оставалось 200-300 штыков тех людей, которые непосредственно ведут бой. Поэтому даже сравнительно слабые силы, которые Паулюс бросил в Сталинград, поддержанные сильным ударом артиллерии, имели шанс ворваться на улицы города. Но этим проблемы Чуйкова не исчерпывались. С юга к Сталинграду, непосредственно южным кварталом города, подходил еще один корпус. Это был 48-й корпус уже из армии ГОТА. И в конце концов он тоже принял участие в боях на улицах Сталинграда. Южную часть города, так называемую Зацарицынскую, это река Царица, которая впадает в Волгу, и Сталинград, ну и современный Волгоград, он делится пополам вот этим рубежом Царицы. И, соответственно, следует два очень сильных удара со стороны немцев. Один, который лидировала 24-я танковая дивизия, это как раз по Зацарицынской части района элеватора. И второй удар это непосредственно в центр города. И немцам удается прорваться в центр. Им удается практически войти в основные точки, которые обеспечивают контроль центра города. Это вокзал. Почему он контролировал центр города?
На север и на юг шли железнодорожные пути, несколько железнодорожных путей. Вот, особенно на снимках это даже тех лет хорошо видно. Сейчас это может быть не так заметно, но вот на снимках того времени хорошо видно, что фактически с вокзала все простреливается на север и на юг. То есть такие проходы, так скажем, в каменных руинах. Да, то есть между городскими кварталами был такой коридор, в котором проходили железнодорожные пути, и по ним можно было довольно далеко простреливать на север, на юг. И еще одна точка, на которую нацеливались немцы, это был Мамаев курган, высота 102,0. Она тоже господствует над городом. И вообще над городом господствует несколько точек. Вот, когда, опять же, говорят, это такой, это даже, может быть, не миф, это такое популярное заблуждение, что вот, была высота 102,0, и с нее все просматривалось. На самом деле просматривалось с нее не все, но она была не единственной точкой, эта высота 102,0, которая позволяла управлять артиллерией, и контроль которой много значил для судьбы города. Второй такой точкой был элеватор, Сталинградский элеватор. Он сохранился до наших дней. Более того, я на нем был. И это здание, которое несет на себе следы боев, включая внутреннее оборудование. Там транспортер идет бесконечный, по которому, собственно, зерно или там горох транспортируется, и на нем до сих пор остались следы от пули осколков. И точно так же, там, если на крышу выходишь, там металлические конструкции, на которых остались следы пули осколков. Он очень высокий, и с него тоже отлично просматривается, вот Царицынская часть города тоже просматривается совершенно великолепно. И о боях вокруг элеватора известно, кстати, мало. То есть о них писали очень мало, больше мы рассказывали про центр города. И, наконец, еще одна точка, с которой много что просматривается, это уже в северной части, в районе заводов, есть такая высота 97,0. Ну, разница, опять же, невелика. 102,0, 102 метра и 97. С нее тоже город как на ладони. Я там был, кстати, вечером, и действительно Волгоград как на ладони. То есть такой город полный огней, прям как на ладони. Действительно очень хорошая точка, позволяющая видеть и контролировать. Что приходится делать Чуйкову? На самом деле Чуйков, конечно, попадает в очень тяжелую ситуацию, но надо сказать, что он был уже очень опытным человеком. Он получил в командование армию еще до начала Второй мировой войны. Он командовал объединением еще в 1939 году. И участвовал и в польском походе, и в советско-финляндской войне. И потом был отправлен к Чан Кайши военным атташе, ну, фактически советником. И довольно деятельно принимал участие как советник Чан Кайши в боях с японцами. Поэтому он накопил, на самом деле, немалый опыт. Его боялись сразу выпускать на армию, потому что у него не было опыта боев с немцами. И он довольно быстро показал, что он вполне способен командовать армией. Он был заместителем командующего 64-й армией Шумилова. Ну и, соответственно, его звездным часом, без преувеличения, стало командование 62-й армии. 62-я армия была, конечно, очень пестрой. Она состояла и из прошедших бои соединений, и бойцов-дальневосточников. Например, одна из бригад, которая участвовала как раз в сентябрьских боях, она была из моряков Северного Тихоокеанского флота, которые до этого в сухопутных боях не участвовали и сразу попали от Сталинграда, как раз вот за Царицынскую часть. Наиболее ценным резервом, который практически сразу получил Чуйков, была 13-я гвардейская стрелковая дивизия Родимцева. Изначально вообще Родимцев был, как известно,
десантникам. И в итоге костяк дивизии образовали как раз-таки десантники, которые, опять же, вынужденно ввиду характера войны участвовали в сухопутных боях обычных, общевойсковых. Дивизия понесла немалые потери под Харьковом, отступала, пополнилась и была возвращена на фронт, прошла маршем по степи и переправлялась в город по ночам. Причем есть такая, опять же, еще одна из легенд, что у нее не хватало вооружения. И это даже было экранизировано в фильме «Враг у ворот». На самом деле ситуация эта абсолютно абсурдная. И в реальной жизни ее не было. Вот это вот захватите оружие в бою. Наоборот, дивизию перевооружили. Дивизию перевооружили для городских боев. Ей по приказу командующего фронтом Еременко выдали перед переправой в город автоматы, пулеметы, противотанковые ружья дополнительно. То есть у нее не хватало на самом деле вооружения на вполне обычном уровне, что называется, не хватало водителям, хлебопекам и коноводам. Боевые части были снабжены нормально, но им просто дали больше автоматики. Это было очень разумное решение, учитывая, что действительно переправлялись в город и втягивались в городские бои. В дальнейшем, ну и на самом деле это все началось еще в сентябре, в город Чуйкову передавались различные дивизии, опять же, восстановленные после боев, прибывшие с других участков фронта. Досталась ему одна дивизия, переформированная из десантников, как раз 37-я гвардейская. Но это как раз уже октябрьские бои. А так, в сентябре Чуйкову пришлось вести бой, то есть командовать 62-й армией, находившейся в двух фактически разделенных между собой царицей частях города. И ситуация только усугубилась с захватом немцами Мамаева кургана, то есть город, опять же, был раздроблен. И от командного пункта самого Чуйкова бои шли в 900 метрах. Причем у него был командный пункт в бомбоубежище, которое выкопали заранее для руководства города и области. Там какое-то время даже штаб фронта находился на берегу Царицы. Довольно надежное убежище, но ему уже буквально на третий день командования армии пришлось это убежище покинуть, потому что оно было в 900 метрах от линии фронта, и армию могли обезглавить в любой момент. И он переместился в район завода «Красный Октябрь». У него был его новый штаб, расположился в районе, где на берегу были свалены станки, которые не успели переправить и эвакуировать в тыл. А сначала втягивается в город дивизия Родимцева и пытаются ее использовать для того, чтобы врага из города выбросить. Здесь надо понимать еще, что Чуйков надеялся на те самые контрудары резервов, что если он сумеет нанести поражение тем, кто штурмует Сталинград, и, по крайней мере, они будут связаны боями, к нему пробьются с севера, и, что называется, жизнь сразу наладится и будет гораздо сподручнее вести бой, имея нормальное сообщение с внешним миром. И здесь надо сказать, что еще сами немцы допускали глупости. Такая глупость была, когда они проехали мимо элеватора. То есть они отправились в город, они захватывают станцию грузовую железнодорожную. Было два вокзала Сталинграда. Один грузовой, как раз за Царицынской частью, а второй в центре, как раз за который сражались бойцы дивизии Родимцева. И немецкая 24-я дивизия, она
захватывает станцию грузовую, идет вдоль железнодорожных путей переправам через Царицу и собирается ворваться в центр города. Элеватор оставляют на фланге вообще не занятым. В итоге его занимают советские войска, его приходится штурмовать реально силами 3 дивизий. Хотя там держится несколько сотен бойцов максимум. И на это было потрачено куча времени. И Паулюс даже хотел... он думал, что вот-вот Сталинград падет. Было в вермахте модно делать такие щиты из латуни. Холмский щит, Демянский щит, Крымский щит. Вот Сталинградский щит, на нем должен был быть изображен элеватор. Как самая сложная в штурме такая крепость из железобетона. Но Паулюс, конечно, сильно торопил события, потому что предстояли еще очень долгие бои. А в самом городе, что удалось сделать бойцам Радимцева, им на какое-то время удалось даже отбить Мамаев курган. Но самой большой проблемой было управление огнем артиллерии. Потому что артиллерию в город, учитывая сложности с переправой, было вводить сложно. И она стреляла через Волгу. Нужна была очень такая надежная связь и управление. Это тоже постепенно наладили. Но вот в сентябре с этим было плохо. И вообще надо сказать, что один из факторов успеха 62-й армии, его зовут полковник Иван Юрин. Это начальник связи 62-й армии. Входил в штаб Чуйкова. Он наладил надежное управление войсками. И тот же Чуйков в интервью комиссии Минца, академика, он говорил о том, что связь и надежное управление – это была важнейшая вещь, и, по сути, залог успеха. Когда он действительно мог поднять трубку, узнать, что происходит, пообещать резервы, и просто сказать, держитесь, помощь скоро придет. По нескольку суток не спали. То есть, конечно, неделя-двое это малореально было. Конечно. Но бои в центре города, несколько дней боев в центре города, это бои велись практически круглосуточно и без сна и отдыха. То есть, это реально было все на износ. И несмотря на вмешательство резервов в лице Радимцева, немцам все же удается выйти к Волге, блокировать переправу. Затем они, пользуясь преимуществом в артиллерии, постепенно сминают очаги сопротивления самой дивизии Радимцева в городе. Наиболее серьезный узел был вокзал. Потом защитники вокзала отошли в гвоздильный завод. Там просто стояли ящики с гвоздями. Это был некий завод металлических изделий, но его называли гвоздильный завод, потому что там стояли ящики с гвоздями. Затем в универмаг, и там оборонялся батальон одного из полков под командованием Федосеева, как раз из бывших десантников. И он там погиб. Из числа батальона вырвались бойцы, поэтому рассказали о его судьбе. В итоге оттесняется дивизия Радимцева к Волге, остается на узком участке берега реки. Была еще отдельная эпопея штурма Госбанка. Приходилось отбивать занятые противником здания. И именно здесь нарабатывались штурмовые приемы. Понятно, что теоретические некие знания были, как это делать. Но вот практика это как раз рождалась в сентябрьских боях. И еще что у нас обычно это не писали в открытой литературе, но такой объект, как Госбанк, штурмовали, как ни странно, заградотрядом. То есть нас обычно в книжках и фильмах последнего времени рассказывают ужасы про заградотряды, которые стреляли в спину бойцам Красной Армии. Это на самом деле ахинея, конечно.
Но правда заключается в том, что в условиях города там, в общем, было не до заградотрядов, и заградотряды использовали для штурмовых действий. То есть это был просто некий резерв, который был задействован для штурма Газбанк. Газбанк – это здание прямо на берегу Волги. Есть фотографии горящего Сталинграда с Волги. Там практически в центре снимка как раз этот самый Госбанк и есть. В итоге очень результативно взяли этот объект, причем частичным подрывом. Потери были умеренными, то есть 23 человека убито, 29 ранено. На самом деле для штурма довольно крупного здания это было немного. Был еще комплекс зданий НКВД неподалеку от Госбанка. Он стал одним из узлов сопротивления дивизии Родимцева до самого конца борьбы за город. Он тоже постоянно, вот, когда смотришь основные фотографии, которые чаще всего идут по Сталинграду, он тоже очень часто обнаруживается, это здание НКВД, опознается по танку, стоящему перед зданием. Там стоит танк КВ. Кстати, у Чуйкова было около сотни танков, разбросанных по разным частям города. Самой сильной была бригада на танках КВ, 22 машины. И они тоже активно использовались в боях за город. Причем, когда был спланирован контрудар с целью окружить и разгромить тех, кто ворвался в центр, эти танки прошли сквозь весь город, сметая все на своем пути, через центр города. И немцы это отметили, и они, в общем, так сказать, были впечатлены этим рейдом. А так получилась переброска фактически танков из одного района города в другой. Потому что, к сожалению, был потерян район в итоге элеватора, район, примыкающий к Царице. Он связан с таким зданием местного театра, около которого львы, у входа находятся львы. И вот это вот здание со львами, оно, опять же, стало героем кинематографа. Оно было захвачено как раз в сентябрьских боях. Немцы вышли здесь на берег Волги. И, по сути, вот этот вот Госбанк и комплекс зданий НКВД стал левым флангом 62-й армии. Дальше простирались районы, которые контролировали немцы. Причем, надо сказать, что Чуйков достаточно круто взялся за дисциплину. Он, опять же, комиссии Минц прямо сказал, что за трусость был там расстрелян комиссар и командир полка одного из. Это тоже подтверждается документами. Да, было дело. То есть приказ номер 227 пошел в дело. Из-за, называется, недостаточной устойчивости было наказание. Понятно, что не репрессивными мерами Чуйков добивался результата. Потому что одними репрессивными мерами, естественно, ничего не добьешься. Вопрос был именно в том, чтобы организовать, во-первых, достаточно надежную связь информирования, попытаться все же сентябрь, вот сентябрьские бои, это попытки последовательной Чуйкова перехватить инициативу и попытаться нанести врагу потери ударами, контрударами. Городские бои имели все же свою специфику. Да. И немцы признавали, что использование бронетехники не давало нужного эффекта. В том числе потому, что противотанковые пушки стреляли в упор из подвальных помещений, и любое штурмовое орудие, его бортовая броня благополучно бралась в упор, и это, естественно, не давало возможности, что называется, стальным кулаком пробить себе дорогу. Была постоянная проблема, причем даже, что называется, прорываясь в глубину, то есть вроде бы отбрасывая назад советские подразделения, все равно оставались очаги сопротивления, которые вели огонь по бортам, поражали
штурмовое орудие, и кроме того были танки. Танки в распоряжении Чуйкова имелись, и были и, что называется, поединки между штурмовыми орудиями и танками. Причем надо сказать, что в этот момент, в сентябрьский штурм, танки немцами, во-первых, применялись, опять же, в Зацарицынской части, в районе, где был элеватор, а в центре города были только штурмовые орудия. Это уже потом, по мере заталкивания, так скажем, в Сталинград все большего и большего количества соединений, в том числе танковых, в дело все чаще и чаще шли танки. А так, сентябрьские бои в центре – это немецкая пехота, поддержанная очень мощным огнем артиллерии, орудиями калибра до 210 мм. Естественно, имелись и огнеметы, и саперы, которые подрывали здания. То есть, действительно, штурм города проходил в своих, что называется, стандартах, как это было принято, штурмовать городские постройки. И контрудары, на которые рассчитывал Чуйков, они, конечно, имели перед собой очень серьезное препятствие. Чуйков пытался отбить Мамаев-Курган, и часто говорят про баки, которые находились на его вершине. Я когда сначала читал, даже до того, как всерьез занялся историей про эти баки, я думал, что это некие железные сооружения на каких-то, может быть, ножках, стоящие на вершине Мамаева кургана. На самом деле эти баки – это гигантские бетонные емкости, довольно толстые, примерно метровые стены, которые были превращены в крепости. И самое главное, в них располагались артиллерийские наводчики. Но артиллерийские наводчики, надо сказать, постоянно вынуждены были менять стереотрубы. Потому что, как пишут немцы, торчавшие вверх стереотрубы, собственно, объективы стереотрубы, и постоянно сбивали русские снайперы. Вообще снайпинг в СССР был здорово развит, по опыту в том числе Первой мировой войны, не забытому у нас. И снайпинг как раз начался буквально с первых дней штурма. И зачастую, конечно, стреляли просто из обычных винтовок с открытым прицелом, без всякой оптики. И, как мы знаем, Василий Зайцев, он тоже был не снайпером-специалистом. Он тоже, что называется, пришел к этому снизу. И такой переломный момент сентябрьского штурма – это попытка Чуйкова ударить во фланг наступающим немцам, которая наталкивается на их же наступление. То есть, получился такой встречный удар. И немцы пошли штурмовать городские поселки. Это уже, что называется, совсем другая история, но в центре сложилась очень своеобразная конфигурация, когда буквально в паре сотен метров от берега Волги держатся, зацепившись за разные здания, подразделения 13-й гвардейской дивизии, 284-й, в районе Мамаева кургана 95-я дивизия. И здесь немцы были вынуждены расходовать силы на то, чтобы держать периметр этого плацдарма, который удалось удержать в центре города, в районе Мамаева кургана. В районе Мамаева кургана был еще такой объект, назывался МИТИЗ, то есть МИТИЗный завод металлических изделий. Там как раз начинал свою деятельность снайпер Зайцев. И вот этот МИТИЗный завод стал такой важной крепостью. Вот у немцев были эти баки на вершине Мамаева кургана, из которых никак не удавалось выбить, потому что их нужно было разрушить. А чтобы разрушить, надо было иметь тяжелую артиллерию, которой не было, по крайней мере, в сентябре.
И постройки метизного завода стали такой крепостью, которая соединяла участки в районе Мамаева кургана и в центре города. И при этом все это происходило в условиях, когда Волга полностью простреливалась в центре города немецкими пулеметами с занятых высоких зданий. Это был так называемый Г-образный дом, дом железнодорожников недостроенный, клуб. И приходилось снабжение, боеприпасы, продовольствие носить в дивизию Родимцева вдоль берега Волги на расстоянии нескольких километров от переправы Красного Октября. Им приходилось еще отбиваться от контрударов Сталинградского фронта. А так, конечно, к сожалению, были эпизоды, в которых пикировщики поражали такие цели. Это, например, баня. Банный комплекс такой был в районе завода «Красный Октябрь» и предприятия «Лазурь». Причем немцы отвели свою пехоту, чтобы не попасть в нее, и затем был налет бомбардировщиков. Но все равно это не давало гарантии. То есть отдельно стоящий объект, его было поразить тоже не так просто. Теми же пикирующими бомбардировщиками, когда речь шла о конкретном доме, даже о каком-то комплексе зданий, да, его частично обваливали, но очень ценны были дома, в которых сохранились подвалы. Потому что в подвалах удавалось укрыться от огня. Чем был дом Павлова ценен? Именно тем, что в нем не рухнули перекрытия. И благодаря этому он стал хорошим опорным пунктом и хорошей защитой. Причем он был связан с тылом траншеи, которая упиралась по пути в фундамент старого дома, уже снесенного. И нашим бойцам приходилось прокрадываться по траншеи, потом выбирать момент, перепрыгивать эту каменную стену, которую просто не взорвешь даже, и дальше двигаться снова по траншее. То есть это была еще та эквилибристика, но тем не менее это все постоянно действия снайперов, разведгрупп, перестрелки, и вокруг зданий были накопаны еще и окопы. Ну, надо сказать сразу, что город пытались подготовить к обороне, но именно до города руки уже не дошли. То есть готовили пояса обороны на подступах. Сам город был довольно слабо подготовлен к обороне, и фактически саперным подразделениям тех дивизий, которые переправляли в город, приходилось заниматься оборудованием позиций. В ходе начавшегося штурма готовились и здания к обороне, готовились траншеи, блиндажи, поскольку, опять же, вся жизнь смещалась, когда оттесняли к берегу Волги, оттеснялась к берегу достаточно крутому, где копали такие, можно сказать, штольни, в которых располагались и те же связисты, и какие-то пункты управления. Самый известный, но это, правда, история уже из ноября 1942 года, это пункт связистов «Ролик», который был тоже под обрывом, обрывистый берег, в нем была выкопана штольня, и там сидели связисты, которые обеспечивали связь дивизии Людникова с внешним миром. И немцы фактически стояли над ними, но не могли ничего с ними сделать. Забросить гранату не получалось. Но так все было на уровне того, что один дом на улице занят советскими бойцами, напротив стоит занят немцами.